Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как можно сделать очень милое и симпатичное кашпо для комнатных цветов из несложных и доступных материалов. Эти милые пчелки поднимут настроение даже в самый пасмурный день. И их, кстати, можно использовать не только как кашпо, но и как конфетницы или карандашницы. Ну что, приступим? В первую очередь нам понадобится пластиковый цветочный горшок без отверстий снизу, желательно желтого цвета, чтобы его не нужно было красить. Я купила в магазине «Твой дом» два самых дешевых желтых горшка, так как буду делать сразу две пчелки кашпо. Вы же можете выбрать один и любой другой понравившейся формы и размера. Заклеиваем изолентой или малярным скотчем полоски и раскрашиваем черной акриловой краской. В этот раз я раскрашивала черной акриловой краской фирмы Олки. Честно говоря, мне эти краски не понравились своим достаточно хрупким покрытием, то есть высохшая краска легко сцарапывается ногтем. Так что для пластика эти краски лучше не использовать. Перед дальнейшей работой горшки лучше покрыть лаком в 1-2 слоя. Дальше нам понадобится одна белая пластиковая бутылка, а точнее ее верхняя округлая часть. Прокалываем шилом отверстие и отрезаем ненужное. Работайте аккуратно, чтобы не повредить руки. Разрезаем горлышко на две части и вырезаем из каждой крылышко для нашей пчелы. Лучше сначала вырезать одно крыло, а потом, приложив его ко второй части, вырезать другое, чтобы они получились одинаковые. Я всегда оплавляю края пластиковых деталек над огнем, чтобы они лучше держали форму, а края стали более гладкими. Теперь нам нужно прикрепить крылышки к горшку. Как я уже сказала, горшок нужно покрыть 1-2 слоями лака и дать хорошо высохнуть. Этот этап остался у меня за кадром. Дальше с помощью сверла и проволоки скрепляем детали между собой. Я использую шуруповерт, вставив в него тонкое сверло, но также можно использовать дрель или сделать отверстие с помощью раскаленной над огнем спицы или проволоки. Проделываем по 2 отверстия в каждом крыле и 4 отверстия в горшке, то есть по 2 для каждого крылышка. И прикручиваем проволокой к горшку. Вставляем проволоку изнутри и закручиваем с наружной стороны, чтобы проволока не мешала и не царапала в дальнейшем цветочные горшки, которые будут ставиться в кашпо. Теперь настала очередь головы. Нам понадобится пенопластовый шар, у меня диаметром 7 см. Такие шары продаются во многих магазинах для творчества. Видела их и в Фикс Прайсе, и в Ашане, и чаще всего продаются они наборами по 6 штук. Шарик нам необходимо подрезать, чтобы он хорошо крепился на верхнем крае и не мешал в дальнейшем вставляемому в кашпо горшку. Если у вас, так же как у меня, есть выступающий бортик, то под него необходимо сделать вырез в шарике. Если ваш горшок кашпо плоский, то достаточно будет просто немного усечь пенопластовый шар. В общем, нам нужно добиться максимально прочного прилегания головы к туловищу. Все срезанные края лучше закруглить, чтобы голова смотрелась более аккуратно и симпатично. И обратите внимание, что технологический шов лучше пустить не по центру, а по низу и верху, иначе он будет очень заметен на мордочке пчелы. Теперь настал момент оживления, то есть нам необходимо голову раскрасить. Если вы смотрели мое видео про божьих коровок, то вы уже видели такие мордашки. Сначала раскрашиваю телесным цветом лицо, потом черным цветом закрашиваю всю остальную голову. Мне удобнее это делать кисточками-спонжами, также их можно заменить на обычные губки для мытья посуды.
После этого голову уже можно приклеить на постоянное место. Я клею на полимерный клей. Подойдет дракон, мастер и другие, которые вы найдете в магазине. Этот клей прозрачный и водостойкий, поэтому ему будет не страшно, если вы будете опрыскивать цветочки водой. Чтобы сделать усики пчелкам, нам понадобятся 2 крупные бусины и проволока. Вставляем проволоку в бусину, закручиваем и придаем усикам нужный изгиб. Аккуратно втыкаем усики в пенопластовый шарик и, если все нравится, приклеиваем их на полимерный клей. Лучше их зафиксировать в нужном положении до полного схватывания клея. После этого их нужно раскрасить в черный цвет. Рисуем большой розовый носик нашей пчелки, маленькие точки глазки и улыбку во всю мордаху. Ничего сложного. Здесь уже дело вкуса. Каждый может нарисовать личико так, как ему больше всего понравится. Вдохновение можно поискать в интернете или посмотреть различные иллюстрации. Единственное, не забудьте, что голова у пчелки смотрит вверх, поэтому лицо у нее перевернуто. Покрываем голову пчелы 1-2 слоями лака, и наше кашпо готово. Мне кажется, что по такому же принципу можно сделать кашпо Божью коровку. Взять черный горшок, сделать красные крылышки с черными точками. В общем, можно попробовать. Надеюсь, я вас вдохновила и этот мастер-класс пригодится. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнать о новых видео. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока.